В детстве у меня не было интернета и не было никаких телефонных гаджетов, поэтому единственное развлечение для нас это было то, что мы сделаем своими руками и потом можем применить на улице. То есть мы, допустим, набирали шприцы водой и поливали других ребят или людей. Фишки были на тот момент еще очень интересная вещь. У меня были всякие там разные Mortal Kombat, POG. Я мог получить целую кучу двоек в школе, прийти домой, мать спросит, типа, что ты получил? И я говорю, 4 двойки, но зато знаешь, сколько я фишек за сегодня выиграл в школе. Мой район достаточно криминальный, поэтому часто были всякие перестрелки на районах, и район держали определенные банды. Появились конкуренты, и на фоне конкуренции появились войны. И чуваки просто приезжали и расстреливали с автоматов, там, с пистолетов, всякие павильоны. А я потом на утро ходил с собакой и собирал эти гильзы, и потом это были моими игрушками. То есть я их коллекционировал, собирал разные калибры. Он говорил, типа, вот это такой, это типа от помпового ружья, это от автомата. Там. Самара – это размеренный образ жизни. Здесь не принято куда-то супер торопиться, суетиться, там, бежать. По сути, такой прям стресс, когда ты погружаешься в этот город, ты не испытываешь по сравнению, допустим, с Москвой. Минусы в том, что, как в большинстве городов, развиться в плане творчества очень сложно, и именно заниматься творчеством, чтобы оно как-то приносило тебе не только там радость, а монетизацию, это тоже добиться очень тяжело. То есть тут простые способы, либо заниматься коммерческой росписью и не делать ничего своего. Это тоже очень такая страшная вещь, то что люди, занимаясь этим, они уходят полностью в коммерческую роспись, и они вообще бросают что-либо делать для себя. И даже ничего не могут выжать из себя. Таких примеров много, и это все очень печально. Самара город купеческий, а не Самара город культурный. Здесь привыкли что-то продавать и какие-то сферы услуг предлагать. Самару все покидают и уезжают в какие-то другие города или страны, чтобы как-то развиваться или чувствовать себя в более лучшем достатке. Понятие к творческой личности, к людям, оно достаточно на диком уровне. То, что ты делаешь, в основном люди всегда считают это каким-то негативным, противозаконным, либо каким-то маргинальным действием. Соответственно, они не хотят углубляться или даже поинтересоваться, зачем ты это делаешь, или как, или для чего. В Испании, там, к примеру, один дедуля, на доме которого я рисовал, он мне вынес пиво, говорит, вот, сынок, пивасик попей, ты, наверное, на солнышке зажарился. Вот, хочешь, типа, пойдем ко мне домой, посидишь, там отдохнешь, потом продолжишь рисовать. То есть отношение у людей к искусству у нас все-таки еще именно в более региональных городах, оно вообще еще никак не привито. И в России люди копят деньги. Вот, допустим, я хочу автомобиль. Я коплю там несколько лет. Я наконец-то накопил, я его купил, и это праздник. А за рубежом люди одну зарплату получили, сразу автомобиль купили. Конечно, вот этого чувства праздника нету, потому что все там накапливается быстрее, и все быстрее реализовывается. И то есть даже здесь ты можешь действительно пырять на всяких разнорабочих работах и получать опять те же самые копейки. Как относится, допустим, именно административный наш весь аппарат к нашему народу, то есть налоги там, или, допустим, те же самые системы платежей, или опять-таки как нужно идти в больницу. Ты идешь в больницу, никакой электронной регистрации, очереди нету, ты берешь талончик, где написано от руки, там, допустим, ты должен посетить врача в 13:09. Ты подходишь к этому кабинету, а там говорят, то, что в талончике написано, все ерунда, занимай очередь. И там сидят еще 15 человек, и по сути ты заходишь не в 13:09, а в 15:48, например. То есть никакой конкретики нету. И чтобы получить одну справку, нужно сделать еще 8 справок там. И еще. То есть вот эта вот вся бюрократия, она на очень таком большом уровне. И вот эта вот вся социальная тема, она тоже очень много времени и нервов занимает. То есть именно вот процесс организации каких-то бытовых социальных нужд, он за границей более рационалистичен, чем у нас. В какой-то мере я инертный человек, то есть я что-то делаю, а на что-то, допустим, забиваю. То есть это лень,
она тоже преодолевает меня. И благодаря этой лени я там, что-то там не получаю, опять-таки разочаровываюсь. Плюс потом есть у меня негативная черта, я иногда могу завидовать каким-то людям, которые, допустим, чего-то не делали в жизни, но всего достигли. Типа, а ты что-то делаешь, там карабкаешься, там об стену бьешься, и типа мало чего получаешь. И в общем тоже это такая, наверное, какая-то социальная зависть. Вот. Я бы хотел от этого тоже избавиться. Я человек, который сам себе религию первостепенно не выбирал. Мои родители мусульмане, и я тоже родился мусульманином. Хотя я родился в России, то есть еще в СССР. Мои родители никак на именно отношение к религии не давили. У меня не было такого, чтобы я там ходил в мечеть, соблюдал все каноны, все какие-то посты, либо там даже больше, скажу, у меня прабабушка была очень религиозным человеком, и даже она говорила, если хочешь есть свинину, ты ее ешь, я тебе ее запрещать не буду. Это не значит, что ты будешь плохим для меня внуком. И я и сейчас ем свинину, и матерюсь, и пью. В мечеть я не хожу. Я могу, конечно, про себя какие-то молитвы там иногда проговаривать, но в целом я на данный момент не могу считать себя привязанным к именно какой-то одной религиозному течению. Да, я родился мусульманином, я эту религию не менял и, по сути, не хочу менять, но мне интересны другие религии. То есть, когда я был в Испании, я познакомился с индийским течением Гурудвара. Она похожа чем-то как раз с кришнаизмом. И именно отношение к тому, как это все преподносится, мне было тоже очень интересно, поэтому я посещал Гурудвара, храма в Барселоне, там было песнопение, и это песнопение, оно действительно пронизывало душу так, что ты выходишь и ощущаешься совершенно другим человеком. В лютеранской католической религии очень интересная архитектура, то есть она более мощная и современная. Допустим, в Исландии полуовальное здание является церковью. То есть полностью как яйцо, грубо говоря, такое здание, у которого крест находится под землей. РПЦ до такого не достигла. Именно к самому РПЦ у меня никакого вдохновения нету. И по сути я уважаю все религии интересны. Неважно человек какого вероисповедания, главное, какой он сам по себе и что он из себя представляет. Мои взгляды, они совершенно, можно сказать, радикальны от родителей. Они не могут даже сказать то, что я в каком-то плане безумец. У меня есть от них какая-то отстраненность, они не поддерживают и не понимают, чем я по сути занимаюсь. Больше всего это недопонимание каких-либо моих взглядов. То есть у них это Советский Союз, воспитанник их всех мировоззрений, а я уже дитё перелома Советского Союза и России. То есть я, по сути, родился в одной стране, а живу в другой стране. Вот, и у меня взгляды поменялись. СССР на меня так не воздействовало. В России не все таланты остаются оцененными. И это связано с тем, что большинство людей, они формируют свою кучку людей, которым, по сути, им с ними либо выгодно общаться, либо это какой-то, в общем, коннект на фоне каких-то общих известных связей. Типа, я позову там известного чувака, у него есть имя, и как бы у меня есть имя. Как бы нормальный тандем. Зачем мне звать чуваков неизвестных, когда, типа, от этого мое имя может пострадать? То есть, возможно, такая политика. А у кого-то есть просто шайка своих любимчиков, которые, по сути, никого других, даже если это талантливые люди, не подпускают. Им проще всегда коммуницировать с любимчиками. Это, опять-таки, такая гарантия. То есть я в них уверен, я знаю, что они что-то сделают. Зачем мне звать каких-то серых лошадок? То есть это тоже такая а-ля подстраховка для самого организатора или куратора какого-либо такого фестиваля или проекта. То есть надежность, уверенность в том, что вот он зовет каких-то определенных людей, возможно, у них есть имена, но они точно типа сделают то, что типа есть, и это будет. Позову серых лошадок, возможно, люди их недооценят, типа, и типа у меня будет отрицательный фидбэк. Это все на самом деле очень сильно печально. Никуда не войдешь, никуда не удвинешь. В любом случае надо с кем-то знакомиться, с кем-то коннектиться. Иногда это не очень приятные коннекты, и сами люди тоже могут быть не очень приятными. По сути, очень часто
в моем городе встречается, то, что идет неуважение коллег по цеху. То есть люди, которые, допустим, рисуют граффити-шрифты, они считают то, что весь город их, и они считают, где они захотят, там они и делают работу. Неважно, кто до этого ее там на этом месте сделал. То есть человек мог там потратить 13 часов, там, может, несколько дней, чтобы эту работу сделать. А потом пришел другой пацан и сделал там флоп какой-то. То есть я бы хотел более уважения к друг другу, в своей такой коллегии, да, в своем таком цеху большом, уличном. Я бы хотел уважения друг к другу, и чтобы все меньше хейтили или поносили друг друга там за спинами, могли это говорить вживую, если что-то не нравится. Они шакались там что-то там за спинами или там говорить так. Тебе в глазах хорошо, а за глаза плохо. И, соответственно, потом крысятничать, еще и портить работу из-под тишка и говорить, что это не я. Если ты этим занимаешься достаточно давно, то это не удел того, чем стоит заниматься. Поэтому уважение нужно все-таки проявлять друг другу. Неважно, нравится тебе его работа или не нравится, это не повод, чтобы его работу портить или гандошить. Я достаточно часто думаю о смерти, когда это произойдет. Естественно, будешь ты к этому готов, скорее всего, не будешь готов, ты будешь чем-то занят. Естественно, не будешь планировать то, что это именно сейчас произойдет. Как это произойдет? Именно сам процесс ощущения того, как этот момент будет. Больно, не больно. Нет такого, чтобы я в каждом году об этом не думал. То есть и в каждом году я это думаю неоднократно. И когда я в это погружаюсь, в эту всю стихию, это меня тоже может выводить из колеи и приводить к тому, что мир тлен, и все по сути петля, и все по циклу идет, и цикл один заканчивается, а другой цикл начинается. Мне интересно порой заниматься различными инсталляциями, и иногда какими-то коллажами, иногда, допустим, я просто делаю какие-нибудь фотопроекты. То есть, по сути, я не ограничиваюсь именно каким-то конкретным действием. Мне всегда нравятся именно эксперименты в любом творчестве. Я считаю, не надо ограничиваться одним и зацикливаться только одним. Человек всегда может открыть себе что-то новое, и в этом новом тоже находить интересные вещи и продолжать ими заниматься. И пофигу, что будут люди говорить, что там продался, или там стал проституткой, там ушел в граффити стрит-арт, а из стрит-арта еще куда-то. Главное, чтобы вам было комфортнее. И пофигу, что о вас говорят и как о вас говорят. Что вы хотите, то и делайте. Ну, естественно, в рамках адекватности и разумности.